Пациента не выяснена причина боли в пупочной области с отдачей влево. С февраля 2023 года периодически также боль при легком нажатии, кашля в правом боку, изменение положения тела и так далее чуть выше края таза, 2 недели назад. Поля. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 52 лет. Дата исследования 9 июня 2023 года. Область исследования органы брюшной полости и забрюшинного пространства. При анализе результатов использованы построения в аксиальной, сагитальной и фронтальной плоскостях. В легких, на уровне сканирования, очаговые и инфильтративные изменения не выявлены. Желудок обычных размеров, правильно расположен. Печень КРП 206 мм, КРЛ 100 мм, контуры четкие, ровные, нативная плотность диффузно снижена до плюс 13 плюс 40 Хаунсфилда. Диаметр портальной вены 16 мм. Внутрипеченочные желчные протоки не расширены. Желчный пузырь обычных размеров, перегиб в шейке. Рентген-контрастные конкременты не определяются. Холедок до 5 мм. Поджелудочное железо обычных размеров, с четкими неровными контурами, паренхима диффузно неоднородна, плотность плюс 17 плюс 55 Хаунсфилда. Вирсунгов проток не расширен. Парапанкреатическая клетчатка не изменена. Селезенка увеличена, размером 127 на 12 на 51 мм, с четкими, ровными контурами, без рджа контрастных очагов. Капсула прослеживается на всем протяжении. Диаметр селезеночной вены 10 мм, надпочечники не увеличены, обычной структуры, Y-образной формы. Правая и левая почка нормальных размеров, паренхима однородна, чашечно-лоханочная система не расширена, рентгеноконтрастные конкременты не определяются. Сосудистая ножка почки структурна, паранефральная клетчатка интактна. Патологические образования в паренхиме и синусах не определяются. Абдоминальные и забрюшинные лимфатические узлы не увеличены. Свободная жидкость в брюшной полости не выявлена. Диаметр аорты и нижней полой вены в пределах возрастной нормы. По стенкам аорты многочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Свежие костно-травматические и костно-деструктивные изменения не выявлены. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения поясничного отдела позвоночника, сформирован анкилоз крестцово-подвздошных сочленений. На уровне пупка диастаз прямых мышц живота 67 мм, формируется грыжевое выпячивание сальника, при внутривенном болюсном введении контраста очаги патологической васкуляризации не выявлены. Паренхиматозные органы накапливают контраст без особенностей. Почки накапливают и выделяют контраст своевременно, без особенностей. Заключение КТ: картина гепатоспленомегалии, портальной гипертензии, жирового гепатоза, липоматоза поджелудочной железы, перегиба желчного пузыря, пупочной грыжи, атеросклероза брюшной аорты, выраженных дегенеративно-дистрофических изменений поясничного отдела позвоночника, анкилоза крестцово-подвздошных сочленений. Рекомендована консультация гастроэнтеролога, ревматолога, хирурга. 7 июля 2023 года к М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога: у вас увеличены печень и селезенка. Повышено давление в венах, которые идут в эти органы, это дает боли в верхней половине живота, с обеих сторон. Также есть изменения в печени и поджелудочной железы по типу жирового перерождения, это снижает их функциональную значимость и дает боли, чувство неудобства в животе. С этим нужно обратиться к гастроэнтерологу. Также есть пупочная грыжа, она тоже дает боли, тут нужна консультация хирурга. Суставы в крестцово-подвздошных сочленений срослись, что также дает боли и требует консультации ревматолога.